Здравствуйте, с вами программа «Час пик» и я, Станислав Кучер. В гостях у меня сегодня Ирина Прохорова, издатель, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», соучредитель фонда Михаила Прохорова. Ира, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот когда вы вошли сюда, у вас уже в руках была вот эта брошюра. И в кои веки мы обычно не начинаем разговор с вопроса, что вы делаете в Нью-Йорке. Мы начинаем сразу с глубоких каких-то серьезных материй. Поэтому давайте для разнообразия, что вы делаете в Нью-Йорке? Приехала специально, чтобы принять участие, я бы сказала, в экспорте уникального интеллектуального продукта, а именно литературной премии НОС, которая была создана в 2009 году под покровительством и, собственно, фонда Михаила Прохорова. И я говорю об экспорте интеллектуального продукта, который не часто происходит в наше время, но на самом деле, когда возникла идея создать литературную премию НОС, новую словесность, новую социальность, всякие там шутники еще по-разному ее расшифровывали. И нам показалось, что очень важно, а в фонде просто программа, связанная с поддержкой книг, довольно большая. Вот у нас есть прекрасная ежегодная книжная ярмарка в Красноярске, целый ряд конкурсов поддержания книги, чтения и так далее. И естественным образом возникла литературная премия. И понятно, что 2009 год это был 200-летие со дня рождения Гоголя, поэтому НОС, новая словесность, в общем, как-то удачно вписались. Это новая словесность и Гоголь, да? Ну, я думаю, что Гоголь был и остается важнейшим социальным писателем. И мне кажется, идея разговора о новой литературе как социальном явлении, в общем, вполне себе под крылом Гоголя представляется очень логичной. Но в чем оказалась оригинальность премии, чего мы как-то не знали? Да? Мы решили, что в век свободы информации главный недостаток литературных премий в том, что они закрытые институции. То есть к вам выходит жюри, они вам говорят, вот шорт-лист и вот победитель. Почему? Почему они выбрали эти книги? Как вообще происходил процесс отбора? Это всегда остается, так сказать, за сценой. И мне кажется, что как раз в наше время очень важно открыть эту, так сказать, эту кулису. Каким образом вы это сделали? Получилось так, что жюри выбирает шорт-лист и победителя в общении с публикой, то есть в открытом режиме. То есть они спорят и выбирают, и аргументируют свой выбор, вот сидя, перед ними публика, эксперты. То есть это такое оказалось вот такое публичное действие. И на самом деле очень успешно вот уже проходит сколько лет. И в какой-то момент выяснилось, что, оказывается, таких премий, в общем-то, и нет. Знаете, когда изобретали, как-то даже не думали о том, что мы, в общем, создали какой-то такой ноу-хау. И, в общем, успех этой премии довольно, я бы сказала, большой. Тем более мы это транслируем всегда в интернете, открытые дебаты, приходит очень много людей. Но, конечно, литературную премию никогда никто не доволен, в том смысле выбор победителя это всегда обсуждается и ругается. Но самое это главное, это как раз сам процесс, как люди артикулируют свои представления о том, почему эта книжка важна. И это не только разговор о литературе, это же разговор об обществе, как мы понимаем. Тем более, что в нашей стране традиционно все социальные и даже политические вопросы всегда обсуждались, скажем так, на платформе изящной словесности. Но вот в силу авторитарности страны, да, очень многие социальные проблемы всегда сквозь призму литературы и обсуждались в стране. То есть, своими словами, вы создали площадку, которая называется «Литературная премия», но по сути является интеллектуальным клубом, где обсуждается судьба Родины. Ну, слушайте, о чем бы мне говорили в стране, мы всегда же обсуждаем судьбу Родины, и не только мы. Знаете, но это интересное и шоу, и серьезный разговор о современной литературе, культуре. Знаете, и так далее. Я зашел на пару форумов в Фейсбуке, где местные русскоязычные товарищи или господа обсуждают разные события. И вот один из них был на вашем мероприятии и написал, что да, это было безумно интересно, это такая большая дискуссия, споры. Но дальше он писал примерно так. Либералы переехали в Нью-Йорк, потому что в России им стало тесно, здесь пообщались с местными либералами, и вот теперь выносят суждение, и так, видимо, будет со всей русской литературой, которая оппозиционна власти. Вот примерно в таком духе. Слушайте, вы действительно ощущаете себя, что вы как-то вот, не знаю, не то что около власти или вне власти, но что вы, вот все вы и тусовка, которая вокруг вашей премии, это некие отдельно стоящие от российского властного мейнстрима люди?
Знаете, у нас сейчас опять такая стала политизированная ситуация, что вот эти какие-то опять водоразделы советского типа, там, либералы, не либералы, значит, суждения о литературе, кажутся мне немножко странными. Ну, человек имеет право на суждение, но просто, понимаете как, у меня есть такое складывается ощущение, что вот если о литературе судят знающие просвещенные люди, то им как-то автоматически наклеивают, значит, это либералы. Если это так, то прекрасно. То есть мы приглашаем в жюри, ну, я бы сказала, да, ну, интеллектуалов. Либо это люди, критики, которые читают литературу, понимают, либо это люди из смежных видов искусств, например, там, театроведы, люди могут быть даже и политики, мы, правда, их так еще не приглашаем, но в принципе, да, просто люди, интересующиеся литературой, вполне себе культурные. Вот эти лейблы политические, ну, пусть навешивают как хотят. Да? Я не стыжусь. Если мне приклеили либерал, я даже могу этим гордиться, потому что это скорее комплимент. Хотя, может быть, человек считал, что он таким образом нас пригвоздил к какому-то позорному столбу. Здесь вообще, знаете, очень интересно все меняется, потому что люди, которые в свое время, лет 40-50 назад, еще во времена Советского Союза, бежали от авторитарной системы, как они говорили, здесь они начинают позитивно отзываться о Путине и системе, режиме в России. Как правило, голосуют за Трампа. Да. В свою очередь, представление о том, что такое либерал, что такое нелиберал, меняются. Вот русская миграция, под русской миграцией я подразумеваю всех, кто говорит по-русски, да, является носителями из Советского русской Союза культуры. Совершенно верно, в то время вот это, конечно, совершенно удивительные люди, потому что, можно сказать так, что все, ну или большая часть тех, кто старше 50, голосуют за Трампа и не скрывают, если не восхищение, то, в таком случае, симпатии к России, к тому, что происходит в России. Но не возвращаются. Ну, слушайте, да, но любить страну из прекрасного далека — самая простая история. И, бога ради, знаете, я, например, как человек либеральный, я считаю, что, люди имеют право выбирать себе место жительства, иметь свои собственные политические взгляды, и это святое. Но, собственно говоря, это мы понимаем, я думаю, под свободой прежде всего. И политические взгляды людей могут не совпадать, но в данном случае я считаю, что самое главное — уважать политические взгляды друг друга. И это не мешает, как мне представляется в идеале. В России это плохо работает. Я не знаю, дружить, быть объединенным по каким-то другим интересам, спорить друг с другом по поводу политики, но совершенно не обязательно бегать друг другом с автоматами. Это, кстати, тоже наследие советской нетерпимости, которое мы наблюдаем в российском обществе, где вот эти водоразделы идут сугубо по политическим линиям. И через это сложно переступить, это правда, да? Это просто все-таки такая традиция нашей страны. Но печальная история с Крымом, которая разделила огромное количество людей, которые были раньше вместе, она для меня была вот такой лакмусовой бумажкой, таких, драматических. Я не приветствую, да, я бы сказала, присоединение Крыма, часто называют это аннексией, совершенно, да, и в этом смысле я была страшно расстроена. Но вот для меня был важен момент тогда. А часть моих друзей, с которых я знаком там с незапамятных времен, вот страшно были в большом энтузиазме. И для меня был это страшный вопрос. Вот у вас друзей меньше не стало после этого? Вот я вам скажу честно, нет. Потому что для себя я долго решала вопрос. Вот что важнее, вот что на весах дружбы и вообще система приоритетов важнее? Политические взгляды людей или какие-то другие качества, которые для меня очень ценные. Значит, я для себя решила так, что с этими людьми мы знакомы, там, я не знаю, несколько десятилетий. Мы прошли проверку, да, там, преданности, взаимопомощи, каких-то очень других важных вещей, какие-то воспоминания юности, которые нас объединяют, массу других сторон жизни, для которых нас важны и так далее. Но неужели после всех этих лет я поссорюсь из-за того, что мы не сошлись на политических историях? Но вы же прекрасно знаете, какое огромное количество людей поссорились, перечеркнули, я вам скажу честно, и убрали из жизни людей, с которыми они десятилетиями дружили. Вот честно я вам скажу, я решила, что для меня друзья важнее.
что, может быть, они не разделяют мои политические взгляды, но я уверена, что если со мной что-то произойдет, они снова ко мне придут на помощь. И я приду к ним на помощь, невзирая на то, что я недовольна их позицией по отношению к Крыму. И, надо сказать, в какой-то момент, после жутких споров, да, и Крикова сказал: ребята, знаете, что правда? Вот еще не хватало, чтобы на старости лет вот поссорились из-за этого. Не мы этот Крым брали, извините, не наша была инициатива, нас не спросили, во-первых, да? Мы как-то вообще, нам это приятно, неприятно. Давайте мы, вот время покажет, кто был прав, кто виноват, насколько мои суждения, может быть, ошибочны или ваши. Слушайте, ну давайте, у нас есть масса других вещей, вот вокруг которых мы с вами объединяемся. И я счастлива, что мы тогда не поссорились. Эти друзья остались, и большинство из них разочаровались и пересмотрели свои взгляды. Если даже не пересмотрели. Понимаете, проблема нашей страны в том, что нас все время толкают на демаркации по одной вот линии. Мне кажется, политические разногласия – недостаточные условия, единственное, для того, чтобы общество вот так вот делилось на красных и белых. Это как раз отрыжка советской нетерпимости и холодной гражданской войны. И я могу быть не согласна, я, может быть, не буду дружить с человеком, которому у меня взгляды не близкие, но я совершенно не разделяю идею, что если этот человек по политическим взглядам мне неприятен и так далее, что все... А если он там, не знаю, может быть порядочным человеком, он может помогать детям, больным и так далее. Возможно, мы с ним будем спорить, но при этом я буду уважать его за какие-то важные качества. Я не буду не принимать человека, который кричит всех, значит, повесить, всех повесить либералов или там повесить всех консерваторов. Но хотела бы сказать вам, что это да. Я давно это заметила с начала 90-х годов, когда стала приезжать уже в Америку, что бывшие советские люди, уехавшие за свободой и так далее, действительно консервативны. И это разговор о нашем обществе. И вот нынешний консервативный поворот в самой России – это показатель того, что советское наследие, да, это как бы психология консерватизма, нетерпимости и очень жестких рамок. Понимаете, это очень интересно, потому что когда люди приехали сюда, и я не знаю, если бы я приехала там вместе с родителями, вот как бы я вообще развивалась здесь. А люди приехали сюда и говорят: здесь слишком много свободы. Значит, вот эта привычка жить в очень жестких рамках ограничений, да, она оказывается в подкладке и главным фундаментом личности. Это тяжело изживается. Я думаю, что да. Потому что вот то, что воспитывалось, жесткие рамки нетерпимости, значит, шаг вправо, шаг влево, ты враг и так далее. Хотя мы, может быть, и протестуем против этого, но это так забивается, это такая страшная матрица. И преодолевать, мне кажется, ее надо долго, это долгий процесс. И он, к сожалению, быстро не исчезает. Поэтому, возможно, некоторое терпение и терпимость к чужому мнению, и вообще выяснение, а что нам важнее, грубо говоря, политические разногласия или какие-то другие вещи. Мне, например, представляется, что куда более страшный водораздел, ну, хотя он производный от советского, это, я бы сказала, жестокость. Вот такая страшная антигуманность, которая в обществе до сих пор есть. Вот все эти законы Димы Яковлева, да, это презрение и неприятие старости и нежелание серьезно помогать. Больные дети, вообще просто больные. И то, если мы слышим какие-то высказывания, они чудовищные. Да, то есть наследие советского – это такая брутальность, да, это такой псевдомачизм. И если человек болен, то и нечего ему жить на этом свете. Вот, понимаете, на самом деле это главный ужас нашей жизни. И вот здесь должна быть демаркация, а не вовсе потому, что человек там более консервативных взглядов, или ему кажется, что консервативных взглядов. Я очень рад, что вы сейчас подняли эту тему, потому что давайте сейчас и поговорим как раз о людях, об обществе, о человеческой натуре и о переменах, например, в российском сознании за последние, не знаю, 20 или 30 лет. Обращаю внимание, вот вспомните, 90-е годы. А мы же не делили тогда людей по принципу там, за Ельцина, против Ельцина. И на основании этого, как минимум, не формировали дружбу и отношения. Это был вот редкий период, когда политика стала, в общем, выбором частным делом. И вполне себе дружили люди, то есть, которые голосовали. Подразумевалось, что все адекватные люди, все за демократию в той или иной степени, все за рыночные отношения, все за свободу. Знаете, а дальше уже там шли какие-то нюансы. Но главное было, ну, не знаю, для меня и в отношении с моими друзьями, это пойду я с этим человеком в разведку
разведку или нет, интересно мне с ним, неинтересно. Поможет он мне или не поможет? Мне кажется, это как раз и была такая ситуация нормальности, да, что, в общем, спектр политический, во-первых, был очень широк, было очень много разных партий. Это не то, чтобы у нас была вот одна партия или там, значит, кто за или против. Если вы помните, тогда было такое цветение и расцвет партийной жизни. Поэтому этот выбор людей, там, кто даже не за Ельцина, да, он вполне себе по этому спектру распределялся. И в данном случае, я помню, эти все споры были горячие, но при этом все заканчивали смехом, шли там, выпивали и дальше рассуждали о своем, о массе других важных вещей. Сейчас, поскольку политическое поле настолько оскудело, что практически, но говорить о политической жизни довольно сложно, да, у нас такой какой-то суррогат КПСС, а все остальное не очень понятно, да, как считать, фракции это, или так. Ну, в общем, что мы это обсуждаем, это все видно. Конечно, мне кажется, мы опять спускаемся к этой линии вот этого дикого противостояния. Но я еще раз хочу сказать, мне видится, что, несмотря на эти внешние вот такие политические привычные нарративы, что вообще общество само по себе меняется. Причем меняется, как мне представляется, в лучшую сторону. И не на уровне высказывания. Да? На уровне высказывания люди иногда говорят чудовищные вещи, но иногда у меня это ощущение, что они просто откуда-то занесли это из телевизора, из бытовых каких-то вот там разговоров. А вот то, что мы видим в последнее время, скорее, так сказать, да, на горизонтальном уровне, это запрос на гуманизацию среды. Люди устали от этой жестокости. Посмотрите, какое количество общественных фондов стало разрастаться. Люди жертвуют, причем люди бедные, да, жертвуют там больным детям, даже там бездомным животным. Митя Лешковский в этой студии говорил о том, что бедные в России жертвуют больше, чем богатые. Вот это, между прочим, мы, во-первых, этого не знаем, больше богатые или меньше, ну, то есть пропорции несопоставимы, вы же понимаете. Но то, что люди стали считать необходимым помогать друг другу вот через фонды, вообще это довольно новое явление. Это ведь не так давно возникло, потому что, да, с конца 90-х появлялись фонды, где люди обеспеченные стали действительно заниматься уже такой системной благотворительностью, но расцвет вот этой низовой инициативы, когда люди создают общественные фонды, или просто краундфандинг, когда собирают кому-то, ну, наверное, не знаю, последние, может быть, лет 7. Вот это стало очень очевидным и видным, да, вот просто не отдельный случай, а уже такая огромная сеть появления. Я бы сказала, что это не случайно. В 90-е годы мы даже помыслить об этом не могли. Мне кажется, в сознании общества этого просто даже не было. Это говорит о том, что вот эта солидарность людей, взаимопомощь, да, становится важнейшим фактором жизни. Поэтому при всей неприятности ситуации, при, конечно, такой стагнации социальной жизни, внешней, да, которую мы видим, мне кажется, внутри идут какие-то очень важные процессы, и поэтому я остаюсь таким сдержанным оптимистом. Давайте немножко о вас, потому что мы вот очень часто, вы очень часто, когда выступаете, вы говорите о мире, о стране, о настроениях в обществе, и немножко за кадром остается ваш собственный опыт. И чему вас, например, лично научило хождение в политику, в гражданскую платформу, в Федеральном гражданском комитете, который мы с вами оба трудились? Слушайте, да. Только вы стали в какой-то момент председателем гражданского комитета, да, и ушли именно в связи с расколом партии по крымскому вопросу. Да, слушайте, это, мне кажется, это уже было в другом веке, в другой стране. С тех пор... было совсем недавно. Нет, это было совсем как-то давно. Но, знаете, наша жизнь настолько динамична, она иногда динамика бывает не очень позитивная. Но вот, увы, кажется, что это было 100 лет назад, правда. Слушайте, ну вот мои нынешние рассуждения, они же во многом связаны вот с этим опытом, когда он был довольно короткий, вот, но очень интенсивный, когда я могла просто поговорить с разными людьми, да, я ездила по стране и так далее, я просто увидела какую-то, да, ну, другой срез, так сказать, да, вот умонастроения людей. У вас не появилась иллюзия, что вы пойдете в политику, что вы займете серьезный государственный пост? Ведь я помню, мы все обсуждали всерьез, как было бы здорово, если бы не ваш брат, так вы стали мэром Москвы, например. Или люди говорили о том, что вот Ирину Прохорову в министра культуры. Слушайте, ну сейчас, понимаете, сейчас уже чего мечтать о том, чего нет, нельзя заниматься тем, чего нету, а, собственно, реальной политики, так, в общем, это довольно специфическая зона. Честно говоря, мне показалось очень интересным, неожиданным, да, и как-то даже мне показалось, что что-то там получается. Но, ну, вот,
знаете, ну, жизнь невозможно предсказать. И так эти развороты могли бы быть, кто его знает, если бы у нас была возможность создавать какие-то партии, если бы это как бы вот этот, тогда, кто знает, может быть, и занялась. Вопрос иначе. Если бы вот некоторое время назад, месяц назад, вам позвонили, или 2 месяца назад, вам позвонили из президентской администрации и сказали: Ирина Дмитриевна, предлагаем вам пост министра культуры, ваш любимый Мединский уходит, место свободно, пожалуйста, занимайтесь российской культурой. Ну, во-первых, да, это такая область фантазии, понятно, сказки. Но, знаете, честно говоря, здесь же вопрос следующий. Ну, во-первых, вряд ли бы кому-нибудь позвонили. Вопрос, что под это подразумевалось. Ну, вот давайте представим такую себе ситуацию, да, вдруг позвонили. Да я думаю, что если бы я пришла обсуждать условия, я бы честно спросила, а, собственно говоря, круг моих полномочий и вот культурная политика, которая предлагается. Мы же понимаем, что человек не приходит просто так, что он встраивается в какую-то линию определенную, да, вот культурная политика, направление общего удара. Это что? Это вот продолжение той линии, да, по отношению к культуре, которая была предыдущий министр культуры. Он не сам это тоже изобретал, как мы прекрасно понимаем. Или как? Или вот этот коридор возможностей. То есть культурная политика – это как внешняя. Знаете, дипломаты любят говорить, что президент определяет внешнюю политику, а министр иностранных дел воплощает ее в жизнь. Ну, слушайте, ну правда, наверное, да? Слушайте, правда, но смотрите, если человека приглашают да, стать членом правительства, то в данном случае это же есть правила игры, и человек, который приходит, я подозреваю, да, он все-таки понимает, что вот, да, правительство осуществляет вот такую политику. Или ты не согласен с ней, ты не приходишь туда, да, и не становишься. А если ты пришел, ты волей-неволей, правила игры есть. То есть есть здравый смысл, есть квалификация и все прочее. Но если идет консервативный поворот, да, и вот эта вот четкая политика, странно будет изображать, что ты этого не понимаешь. У меня есть свои представления о том, что такое российская современная культура, что, какие приоритеты, которые нужно развивать и так далее, и так далее. Я думаю, вряд ли мои представления совпали с нынешним курсом. Давайте поговорим как раз о представлениях, о нынешнем курсе и вообще о представлениях о норме. Потому что когда у нас появился новый министр культуры, то многие мои коллеги бросились искать и поднимать ее записи в Live Journal, в Фейсбуке, да, и обнаружили знаменитый пост, который якобы ей принадлежит, о том, что она не любит театр, она не любит оперу, не любит выставки и т.д. и т.п. И знаете, я после этого просто в комментах услышал очень много рассуждений на тему: ну а с чего взяли, что сегодняшняя российская культура — это обязательно театр, это обязательно выставки, может быть, это нечто другое, может быть, это исключительно рэп, может быть, это современное искусство, инсталляции и театр нетрадиционный, нерепертуарный, антреприза, ну и так далее и тому подобное. И вот, типа, почему вы решили, что это плохо? Может быть, это хорошо, может, министр культуры должен заниматься... Чем, на ваш взгляд, должен заниматься министр культуры? И слушайте, что не так в сегодняшней политике? Я бы сказала следующее. Значит, во-первых, человек только что пришел, поэтому даже как-то обсуждать сложно, посмотрим, как будет работать. Потом, честно скажу... Ну, это у вас, говорит, дипломат уже. Нет, дело не в этом, нет. Знаете, ну а что мы заранее... То есть общее направление, вот как шла эта культура, да, ставка на такой традиционализм, и это немножко такая советизация культуры в том смысле, что в советское время все, так сказать, инновационное, да, вот новаторское, экспериментальное, оно всегда, ну, мы жили в политизированном обществе, и, к сожалению, да, вот как бы эта попытка мерить все политическим аршином и привязывать любые споры либо к уголовному кодексу, либо к идеологическим разногласиям, это такое тоже советское. Да? И в данном случае, как все эти бои, так сказать, вокруг, я не знаю, там, литературы, театра в советское время, потому что была некоторая установка, что все классическое и традиционное, ну, специфическим образом понимаемо, это такое лояльное и правильное искусство. Все, что связано с экспериментом, это что-то подозрительное, нелояльное, антисоветское и так далее. Это было такое очень огрубленное, не очень, я бы сказала, такой просвещенный взгляд на это. Возможно, это было связано с тем, что тип людей, который был у власти тогда, не очень понимал и разбирался в культуре. Хотя разные люди встречались. Но все, что я помню в советское время, это были бесконечные, изнурительные бои. Значит, что считать
правильным искусством и реалистическим, да, вот реалистическим, да, а что нереалистическое от лукавого там с Запада. Ну, что вот, соцреализм, да. Что да, вот, значит, вот эта вот вся фантасмагория идеологическая, она сейчас в каком-то карикатурном виде, вот я просто вижу какие-то фрагменты, начинает воспроизводиться. Потому что реальный расцвет современной культуры, который идет с начала 90-х годов, тормозится за счет того, что опять пытаются, значит, вот выяснить, что является подлинно, значит, русским, российской культурой. А это, как правило, привычные образцы вот такого, да, так сказать, издержки такого советского представления. Державе народность, нет? Ну, где-то как-то. Слушайте, ведь ничего нет такого готовой матрицы. В данном случае это такой псевдопатриотизм. Значит, как он понимаем, это тоже специфическая история, потому что не понимаю, почему Кирилл Серебренников меньше патриот, чем там, я не знаю, Захар Прилепин. Можно любить того или не любить того, так сказать, нравится, что делает один, не нравится, что другой. Это суждение вкуса, и каждый имеет право. Но опять разделять художников по идеологическим, да, политическим историям, это вот печальное наследие советского, которое сейчас торжествует. И в этом плане, мне кажется, это невероятно порочно, потому что это приводит к провинциализации культуры. Но у вас есть в этом смысле надежда на нового министра культуры? Слушайте, а я вот так скажу, вот пусть человек, вот посмотрим, да, она еще ничего не совершила, ни побед, ни ошибок. И я, знаете, честно... Но бэкграунд имеет значение, давайте вот так, или не имеет? Скажем, когда Владимир Мединский пришел на пост министра культуры, все знали, что человек профессиональный пиарщик, закончил МГИМО, занимался очень долгое время пиаром, после чего занимался налогами, после чего был депутатом Государственной Думы, после чего стал министром культуры. Ну, так нормально, в общем, бросили случае, на культуру. Ну, в данном бывает, случае да? был журналист, да, журналист, телевизионный редактор, который довольно долго занимался, до 17 года человек занимался телевидением, и потом раз... Слушайте, во-первых, конечно, я хочу заметить, да, я в данном случае ни того, ни другого не интуировала. Я вообще, извините, не провоцирую на критику. Нет, я понимаю, я просто хочу сказать, понять, что, для министра конечно, культуры имеет значение бэкграунд, образование, конечно. связи, Нет, слушайте, привычки. Понимаете как, это же ведь опять советское, что, значит, раньше людей кидали с одного места на другое, причем, значит, это представление об эффективном менеджменте, да, да, потому что есть талант человека, умение организовывать процесс, это правда. Но если не знаете, что если это природное, но если вы квалификации у вас нет, вы не очень понимаете специфику среды. Переставлять человека с места на место – это угробить и самого человека, и угробить то место, на которое его ставят. Потому что, извините, если вы специалист в сельском хозяйстве, то там есть большие нюансы. Да? Но если вот я человек в сельском хозяйстве, меня потом поставят на культуру, и человек может быть приличный, искренний, замечательный, но есть и специфика культуры. Понимаете, есть иллюзия, что если вы умеете читать, даже любите читать, или просто ходить в театры, то вы уже все понимаете, что из себя представляет культура. В футболе, в политике, совершенно верно. В культуре вот эта иллюзорная доступность этих вещей, да, и возможность суждения порождает очень часто у прекрасных людей иллюзию, что я и так все понимаю. Это неправда. Это неправда, потому что культура – это сфера, требующая вполне себе определенной квалификации. Человек должен знать и про историю там, да, определенных видов, и понимание весь контекста мирового, потому что из лучших побуждений, как мы знаем, иногда дорога мастится не в ту сторону, которую бы мы хотели. Поэтому очень многие вещи разрушительные происходят потому, что люди искренне полагают, что вот это безобразие. А на самом деле, если человек хорошо понимает контекст и понимание современной культуры, да и истории в том числе, это выясняет, что это нормально и прекрасно во всем мире это 100 лет уже делается. Вот понимаете, здесь это всегда проблема. И в этом смысле это вот как бы идея простого зрителя, поставлена на определенную ступень, который свои личные вкусы, часто ограниченные, да, вполне его пристрастием или ее пристрастием, распространяют на все, это очень распространенные заблуждения. И я вам честно скажу, и это сложно, я понимаю. Ну вот, скажем, я люблю Толстого, так условно говоря, не люблю Достоевского. Но как профессиональный человек, который все-таки, да, филолог, я понимаю, что и тот, и другой великий писатель. Одного я могу перечитывать 300 раз, другого не буду. Но я никогда не скажу, как профессионал, что, значит,
Да что это за писатель? Да ну его. Вот, ну, смотрите, я ровно поэтому задаю вопрос и спрашиваю про министра культуры нынешнего. Слушайте, так, мог бы спросить я, насколько про понимаю, Смотрите, я могу понимать, что этот человек выходит из очень культурной семьи. Знаете, то, что она писала 10-15 лет назад в Фейсбуке, может быть, так сказать, да, это ничего не значит. И мне кажется, вот эти вот суждения, начинаете хидничать. Ну, молодая женщина, которая это писала там, ах, никакой не культурный человек. Ну, она, это личное, да, пространство, где она писала среди двоих, они там хохотали, дурака валяли. Вообще это не показатель. Вот давайте мы не... Я вообще даю, так сказать, презумпция невиновности, с моей точки зрения, распространяется на всех людей. В том числе даже на министров культуры, если они только приходят. Нужно ли России, в принципе, Министерство культуры и должность министра культуры? Есть много стран, в частности, та, где мы сейчас находимся, где Министерства культуры нет вообще. Ну, как да, нет народного артиста США да, Джека Николсона и так далее. Я бы сказал, да, есть масса стран, в которых культура неплохо развивается, без всяких министерств культуры. Но я бы скажу следующее. Ну, если это министерство, оно уже есть и встроено в традицию, ведь дело здесь, опять же, не в наличии или в отсутствии Министерства культуры, а в степени... я бы сказала, вот то самое демократическое устройство общества, где есть много автономных зон, не подчиненных идеологическому прессингу. А в конце концов, во Франции есть Министерство культуры, и Министерство культуры в России появилось по модели Франции. Но там совершенно другие задачи Министерства культуры. Министерство культуры там поддерживает огромное количество самых разных инициатив. А вовсе не то, что нам нужно сейчас для данного политического момента. Понимаете, вся еще проблема в том, в нашей стране, опять же, это традиция советского, что у нас культура рассматривается, ну, я не знаю, ну, как, я не знаю, там, гаечный ключ. Нам сейчас надо подвертеть. Министерство пропаганды? Ну, совершенно верно. Нам сейчас надо подкрутить вот это. Значит, ну-ка все туда бежим, поем вот это. Завтра нам нужно и так далее. Такое сиюминутное использование, что абсолютно неправильно, потому что культура работает в другом регистре и в другой временной протяженности. Потому что вот это мельтешение, сегодня мы поем об этом, завтра мы поем об этом, заканчивается тем, что талантливые люди просто уходят из этой сферы, они уезжают, они не могут реализоваться. А для внутреннего потребления культурка, знаете, вот так нам нужно патриотическое кино, это прекрасно. Только, что мы понимаем под патриотическим, да, и насколько этот коридор эксперимента с патриотическим широк, да, значит, мы будем плодить середняков, как, собственно, в советское время и плодили. А все, что там 10,5 картин, которые мы знаем и любим, это было скорее вопреки, а не благодаря. Значит, когда нам потом рассказывают, что, но все равно же вот это, да, количество талантливых людей, которые не смогли, я бы сказала, обогатить нас культурными достижениями, да, я думаю, что колоссальное. Скажите, на ваш взгляд, что является сегодняшним главным экспортным товаром России? Вот по моему убеждению, например, главный экспортный товар России на протяжении последних лет 150 – это условный Толстоевский. То есть это такой разговор о глобальных смыслах, тварь я дрожащая или право имею. И вот именно поэтому Толстого, Достоевского знают, по-прежнему ставят, переснимают «Войну и мир», Анну Каренину. И вот мир нас знает поэтому. Ну, еще и потому, что у нас автомат Калашникова или спутник. Да? Слушайте, помимо Толстого, Достоевского, в общем, в 20 веке еще кое-кого тоже знают. Вообще рейтинги стран – это такое, то есть common knowledge, да? Всегда международные рейтинги выстраиваются не по количеству ракет, а по количеству креативных людей, талантливых людей, которые эту страну и представляют. Это всегда так. И даже это известная история, что даже и, я бы сказала, кредиты, да, как с экономической точки зрения, во многом дается, исходя из этого престижа страны. Так вот, престиж страны – это всегда культура. В самых разных ее изводах. И кто сегодня представляет Россию? Слушайте, много могли бы представлять Россию, просто, мне кажется, сама Россия этим не озабочена. Потому что если сама страна не ценит талантливых людей, и, простите за это слово, не пиарит их, а у нас как бы люди останутся, вот там, Кирилл Серебренников, замечательный режиссер, талантливый человек, он всему миру стал известен когда? По печальным обстоятельствам, да? Вот у нас пиар, он какой-то странный такой. У нас, как кто-то пошутил, что у нас власть наша безошибочно определяет талантливых людей, но специфическим образом. Она их начинает преследовать. И, значит, Кириллу Серебреннику надо было бы, да, в общем, на самом деле пиарить и говорить, что вот у нас действительно театр расцвел.
Это правда. У нас сейчас театр на мировом уровне, об этом говорят профессионалы. Об этом недавно писала Марина Давыдова, наш ведущий критик, она теперь еще и режиссер стала, что действительно Ростов есть чем гордиться. Так, простите, что делает, не знаю, да, вот власть, так, в широком смысле слова, чем она гордится, кем она гордится? Но чем угодно, только не действительно талантливые люди, которые в России есть в достаточном количестве. Я бы сказала, даже в индустриальном масштабе. А наши предметы экспорта сейчас, это, простите, мозги, которые уезжают. Причем это такой, знаете, экспорт самостийный, что меня печалит невероятно. Вот это странная история, вот эта политизированность, идеологизированность сознания закрывает нам возможности. Вот сейчас у нас, да, проблема довольно в стране сложная, да, вот какие-то эмбарго ставят, везде ужасный имидж страны, который не позволяет ей развиваться, и винить здесь некого, кроме нас. Известно, что культура – лучшая дипломатия. Что, если бы сама Россия озаботилась понять, сколько талантливых людей у нас в сфере культуры, и поддерживала их, а не загоняла за мажей, я думаю, что очень многие политические и экономические проблемы решались бы легче. Потому что страна с такой богатой культурой уже не может выглядеть просто монстром, даже при всех недостатках там какой-то, да, внешней и внутренней политики. Так вот, у нас никогда не могут понять эту простую истину. Или у нас пытаются, значит, имея реальных талантливых людей, значит, как в известном классическом произведении Булгакова, значит, изобрести нового человека вместо того, что бабы и так нарожают. Да? Вот эта странная вещь, значит, изобретать, высасывать из пальца каких-то нужных нам писателей, режиссеров там, и так далее, а реально талантливых людей игнорировать или еще к тому же преследовать. Вот в этом странном таком межоблачном состоянии мы и пребываем. Боже, безумные деньги тратятся на неизвестно на что, какие-то гомункулов выравнивать. Но вот же они, кругом эти талантливые люди. Ребят, дайте им жить и творить. А можете назвать несколько имен, помимо Кирилла Серебренникова, кто, на ваш взгляд, представляет сегодняшнюю российскую культуру? Ну, слушайте, и, извините, я сразу скажу, речь не обязательно идет только о театре, например, нет, ну Андрей Звягинцев, да, у нас ведущий режиссер, разные... который вывел нашу страну, ну, собственно, уже вот есть. И сейчас это известная история, что от него отказываются спонсоры, он хочет снимать какие-то следующие фильмы. А нет, потому что Звягинцев в представлении многих людей каким-то стал вроде как не очень лояльно. Почему? Что никто не знает, никаких претензий не предъявлялось. Да? Ну вот вам, пожалуйста. А это уже люди, которые, ну вот да, не в мировом контексте. У нас просто расцвет, я не знаю, поэтов. Да, они с 90-х годов плодятся, перечислять их невозможно, да, потому что иначе надо было 3 часа читать по бумаге, я не знаю что. Государство как-то думает о том, что да, ну, надо как-то помогать, чтобы переводили на другие языки, их надо представлять. Понимаете, это же большая культурная работа, в том числе и Министерство культуры. Это вот выдвигать, с нашей точки зрения, лучших людей и показывать их миру. Потому что если выдвигают людей, которые нам очень удобны здесь, да, это не значит, что мир их примет, потому что все-таки есть некоторые общее интеллектуальное сообщество, которое хорошо разбирается. Видите, что хорошо, что плохо. Невозможно обмануть, невозможно втюхать что-то, да, второсортное, и, значит, и говорить, что вот это наше все. А почему неправда. Не переводы, например? Смотрите, действительно, вот сейчас сказали про переводы. В свое время Чингиз Айтматов, там, Расул Гамзатов переводились и сами переводили, но их книги переводились на чуть ли не все языки мира. И, насколько я понимаю, делалось это не зарубежными издательствами, а прежде всего с помощью того же самого Министерства культуры, Советского Союза. Я не знаю, как что сейчас происходит, почему не переводят? Я не знаю, как работала ситуация переводов тогда, значит, как бы на иностранные языки, но я хочу заметить, что вот сейчас и как раз фонд был первый, фонд Михаила Прохорова, да, был первый, который создал программу транскрипта, она сейчас прекрасно функционирует, поддержки перевода российской литературы на зарубежные языки. Как фикшн, так и нон-фикшн. То есть гуманитарные какие-то очень важные книги и художественную литературу. И после этого появилась очень хорошая тоже программа, уже государственная, которая называется «Институт перевода». Они тоже этим занимаются. Вот сейчас 2 эти программы. Ну, там, конечно, я думаю, у Института перевода больше финансово, тем не менее. И как только такие программы появились, вот я вас уверяю, это мгновенно сдвинуло ситуацию. Потому что я сама издатель, я знаю, знаете, невозможно навязать издателю зарубежному. Вот просто вот переведите это, потому что мы считаем нужным. Потому что издатель
Даже если вы ему деньги втюхиваете, понимаете? Нет, он же книжку должен продавать, он должен ее представлять. Он сам думает о том, что как, во-первых, у него есть репутация, а репутация – это тоже капитал. Да? И потом, значит, насколько она будет хорошо продаваться, насколько общество то готово эту книжку понять и принять. Поэтому мы не навязываем ничего, мы просто предлагаем, если хотите. И я вам хочу заметить, что издатели прекрасно выбирают замечательные книги. Как недопереведенную классику, так и современные книги. Потому что издатели разные, у них разные стратегии. И как только эти две программы заработали, количество прекрасно переведенных книг увеличивается. В принципе, таких программ поддержки может быть в 5 раз больше, и 10 раз больше. И им нужно больше писателей и переведут. И это работает прекрасно. Это и постепенно и дает нам символический капитал. Потому что очень много из прекрасных книг не было переведено на другие языки. В силу того, что либо это были опальные авторы, либо это просто наша собственная история литературы, она еще вполне себе... Там не так много имен изобилует, ее нужно заново перевести. Но пытливый ум людей, которые ищут какие-то книги, всегда есть. Вы кем себя воспринимаете и ощущаете? Вы человек мира, вы русская, вы издатель. Кто вы? Нет, ну, конечно, я человек русской культуры. Я всю жизнь живу в своей стране. Да, я счастлива, что так сложилось, что теперь можно ездить по всему миру. И это, кстати, очень помогает тебе как-то лучше понять собственную культуру, как всегда. Знаете, когда вы начинаете сравнивать, да, и там, и там, и там, но потом я все-таки в своем академическом прошлом я занималась англоязычной литературой, английской, американской, даже англо-канадской. И, знаете, это тоже... Вообще, чем больше вы ездите, сравниваете, читаете, тем, мне кажется, вы лучше увидите какие-то очень интересные и позитивные стороны собственной культуры, которые вы иногда как данность воспринимаете. И в данном случае, да, конечно, я живу всю жизнь там, я издатель, я продвигаю русскую литературу и гуманитарное знание, но, знаете, мне всегда казалось, что вот преодолеть... Понимаете, вот это же все-таки имперское сознание. Ну почему люди так в России восприняли вот эту идею Великой империи, значит, продолжателями Советского Союза, и вообще у нас была Великая империя? Потому что это сидит в культуре очень глубоко. Глубже, чем мы себе представляем. Через литературу, через уклад жизни, через вот это как бы ощущение огромного пространства, которое наше. И понимание того, что почему у нас на бумаге федерация, а в голове у нас империя. Потому что, да, это мощная традиция. Так вот, мне кажется, это преодолеть эту внутреннюю имперскость. А имперскость предполагает, что вам не надо знать ничего другого. Мы все равно лучше всех. Мы вот империя. Почему у нас очень часто люди, уезжающие, живущие по 30-40 лет в другой стране, языка не знают и не хотят? А потому что, не потому что они не способны, а потому что внутри все равно, с какой стати... Русский язык, там, я не знаю, да, вот язык Толстого, Достоевского, вообще мы лучше всех, зачем это нужно? Вот мне кажется, преодоление этого имперскости, оно очень важное, оно тебе позволяет и действительно видеть собственную культуру, в ее многообразии увидеть то, что ты не видишь, вот заслоненное вот этим империей. Поэтому, да, конечно, я русский человек, а какой я еще? Что вам нравится и что не нравится в Америке? Слушайте, вот для того, чтобы говорить, что мне не нравится, надо здесь жить. Ну, например, смотрите, пример. Та же самая имперскость, в которой американцев часто упрекают, которые не хотят учить другие языки, потому что все и так говорят по-английски. Ну, это вообще свойство и англичан, потому что они избалованы тем, что английский язык стал, так сказать, языком международного общения, и зачем его учить. Да, это тоже есть, это действительно. В данном случае, знаете, я много лет езжу в Америку, благодаря тому, что я каждый год посещаю конференции славистические, они в разных городах. Это счастье, что я могла увидеть очень много городов в Америке. И вообще мне очень нравится Америка, искренне. И чем-то, да, есть какие-то сходства с Россией. Может быть, в силу того, что это огромные страны, а большие страны имеют какой-то уклад жизни и специфику, что это, конечно, многоэтническое население, что это такой фронтир, да, вот история и России, и Америки, это такой расширяющийся фронтир, люди осваивают пространство, идут, а это тоже специфическое. Ну и, конечно, все равно другая культура.
Знаете, критиковать чужую страну... Не, ну что ж критиковать, просто есть вещи, которые нравятся, есть вещи, которые не нравятся. Знаете, некоторым не нравится, ну, например, что здесь мили, футы, да нет, километры и так далее. Кому-то не нравится то, что очень много дорог и автомобилей, и плохо развита хорошие дороги вещь хорошая сама по себе. Я очень рада, что в России как-то стали тоже строить дороги. Короче, не раздражает ничего принципиально. Вы знаете, нет, не раздражает. Я не люблю придираться, особенно действительно. Понимаете, иногда ты думаешь, что какие-то вещи, которые раздражают, это может просто от непонимания и незнания. Просто так сложилось, что если я могла пожить несколько лет, я бы, может быть, имела право больше судить о чем-то. А так я смотрю с интересом, да, какие-то нравятся, что-то не нравится. Но в принципе, то, что мне нравится, это все-таки скорее вот процесс такой воспитания общественного, я бы сказала, дружелюбие. Оно может быть наигранное, может быть искреннее, но неважно. Да? Но вот то, что в свое время, когда первый раз в 1994 году приехала, это был разительный контраст, когда люди тебе улыбаются. Ты встречаешься глазами, они улыбаются. Это, ну вот как сказать «здравствуйте» или «помыть руки». Как-то с тобой поговорят, «how are you», что-то спросят о семье там, и так далее. Не то, чтобы они сильно обо мне действительно со мной интересуются, но это вот законы общежития. Когда человек сразу показывает, что никаких злых мыслей он не держит против тебя, он дружелюбен. Кстати, в стране нашей, в смысле в России, в которой я живу, люди стали немножко более дружелюбные. Нет, у нас вот этой улыбки американской нет и, наверное, не будет. Это все-таки европейская страна. В Европе так не улыбается, как в Америке. Но я бы сказала, что вот степень угрюмости по отношению друг к другу тоже стала сдавать. Я хорошо помню советское время, как ты там входишь в лифт, на народ стоит, сразу глаза в пол и так далее. Сейчас как-то стали, вот как бы, да, такие антропологические исследования, это ведь видеть в каких-то маленьких деталях довольно серьезные внутренние изменения. Люди стали приветливее. Не настолько, чтобы прям кидались тебе в объятия, это, может быть, это его не будет. Но все-таки это жуткого раздражения, озлобления людей, когда скапливались, да, вот то, что в Советском Союзе было нормой в каком-то смысле, я перестала это видеть. То есть можно, конечно, столкнуться с этим, но и здесь можно столкнуться, наверное, с какой-то агрессией. Но в общей массе, когда ты идешь по улице, ты смотришь на людей, вот такого угрюмого, увлеченного и злобного вида, вот правда не стало. Возможно, потому что перестали эти дикие очереди, да, вот эта нехватка элементарных вещей. И все-таки такого прессинга, как в советское время, все-таки нет даже и сейчас. Знаете, это сразу освобождает людей. Знаете, как сказал Далай-лама, процесс совершенствования человеческой натуры на самом деле происходит очень быстро, ну, всего несколько жизней. Поэтому я думаю, что вы абсолютно правы в своих прогнозах. Деградация идет очень быстро, это правда. Как должна происходить? Как, на ваш взгляд, вот если, опять же, пофантазировать, должна выглядеть некая идеальная культурная среда России сегодня? Слушайте, я не что знаю, это должно быть? Театр, кино, рэп? Да все вместе, слушайте. Я вам честно скажу, что ведь развиваются очень разные сферы. И я совершенно не противоставляю там какой-нибудь рэп или новый вид искусства, развлекательного, даже какая-нибудь наша там эстрада, которую, да, я совершенно не противоставляю там литературу или еще прочее. Это все равно все части культуры. Но в данном случае я придерживаюсь старой мудрости, высказанной Вольтеру: все жанры хороши, кроме скучного. Ну, все цветы пусть растут, да, но тем не менее, все цветы пусть растут, но одни из них сорняки, которые уничтожают другие цветы. Такое тоже бывает, нет? Должны ли быть в культуре все-таки какие-нибудь ограничения? Я скажу вам внутренние, следующее. Ограничения, они всегда и так существуют. Существует некоторая инерция и консерватизм естественной общества. И все те скандалы, которые возникают вокруг каких-нибудь постановок или там поэта или рэпа, они возникают, это естественно, это так всегда. Неестественно, когда к этому примешивается уголовный кодекс. Да, когда, я не знаю, там публичные скандалы и неприятия переходят в сферу преследования уже за оскорбление чувств верующих, еще что-то такое. Потому что есть саморегуляция, есть какая-то, я не знаю, там мораль, да, которые в обществе неписанные законы, которые часто сталкиваются там, да, с вопросами, которые поднимает культура и которые их кажутся ужасающими. Потом, спустя 10-20 лет, после всех этих скандалов, споров и так далее, выясняется, что планка часто сдвигается. Но так и происходит эволюция общества. Нездорово то, понимаете, ну мы знаем там, прекрасные музыканты Стравинского, да, когда хлопали дверью и уходили, говорили, что за безобразие, какой ужас вообще, что вы нам показываете. Это нормально, потому что привыкание к новому всегда
сложные. Мы с вами привыкаем к новому тоже иногда, да, не понимаем этого. Нам кажется, это чепуха и сорняки, а потом выяснится, что потом это новая классика. Вот поэтому общество умеет регулировать подобные, да, вещи, так сказать, вот, путем публичных дебатов и так далее, где потом как-то это выстраивается. Как только сюда приходит вот эта репрессивная, заскорузлая машина, которая перемалывает все на свете, вот здесь начинается трагедия. Последний вопрос. Когда эта машина заскорузлая, по-вашему, уйдет? Это во многом зависит, наверное, от самого общества, которое должно переформулировать собственные задачи и собственную зону автономии. Знаете, есть всегда какой-то порог, ниже которого никакая власть не может опуститься, потому что есть вот какая-то система, ну, как бы, да, солидарности и договоренности и некоторого, да, условий общества, которые диктуют свои законы. И любой самый тиран-растиран, он не может не считаться с этим. Вот, знаете, просто последний, это смешной мой любимый пример, что там чуть-чуть реки не повернули вспять в Сибири, а все советское время так и не смогли ввести закон платного телефона, что, скажем, да, плата поминутная включается, но после, скажем, там, не знаю, 5 минут разговора. Ну, казалось бы, ну это чепуха, да? Ну уж если реки вы можете чуть ли не повернули, почему вы никак не вводите это? Потому что вдруг, как только подходило к этому, мы же помним, что в советское время там по часу говорили по телефону, пробиться нельзя было. И вдруг какие-то начались такие разговоры в газете «Правда», что бедные бабушки, у них-то вот одна радость поговорить, а мы сейчас их лишим, значит, такой возможности. Скажите, такие гуманисты. Бабушки 14 рублей получали пенсию, умирали с голоду, никто обычно не беспокоился о них. А тут поговорить. И очень хорошо мой коллега поляк, мы это обсуждали с ним уже, конечно, после советской власти. Я говорю, слушайте, а почему? Вот удивительно. Он говорит, ну как вы не понимаете? Потому что для восточноевропейского человека, для славянского человека, говорить – это дышать. Как можно запретить дышать? Я засмеялся, подумал, и правда, есть какие-то установки ментальные, да, настолько часть культуры, что этому она сопротивляется даже вот такой насильственной идее, да, и, казалось бы, даже здравой в некотором смысле, ну как можно по часу трепаться, да? А нет, потому что мы говорим и дышим одновременно. Это смешно, это немножко шуточное, но я имею в виду, что есть какие-то культурные установки, с которыми считается любой политик, если он политик. Но изменение этих культурных установок, это, да, порог терпимости к чему-то, общество вырабатывает сам. И я бы сказала, что все-таки при всех издержках и нынешних, мне кажется, общество эволюционирует. Вот то, что мы видим, да, то, что люди вдруг ощущают как насилие и оскорбление, то, что, может быть, 20-30 лет назад даже не ощущали этого, я считаю, что да, что-то идет, изменения, но это тоже волевые какие-то вещи. Ну, давайте на этом оптимистичном дыхании мы закончим наш час нашего дыхания. Да неужели? Вот мы час уже и проговорили. А еще ничего же не сказали. Спасибо огромное, Ира. Спасибо. Спасибо вам.